Кто тут у нас? Кто тут уже есть? Так. Пока настроится. Так, 2. Так. Так, кто есть, кто на связи? Не играем в партизанам, отзываемся. Ага. Настенька, добрый вечер. А я, кстати, завтра буду заниматься закрутками. Тоже помидоры, огурцы. Все это у меня на завтра. Ой. Ой. Так, наконец-то вроде все настроила. Вроде все есть. Приветик, приветик. Сейчас звук подключаю, а то мне, как обычно, начну сейчас звонить. Так, вроде отключила все. О, привет, привет, привет всем. Всем. Кто там к нам присоединяется. Сразу отзываемся, кто на связи, кто там присоединился. Девочки, кто там, у кого есть возможность, киньте оповещение, что у нас прямой эфир. Сегодня мы с вами вот такой вот шарик воздушный будем. Но это декор. Я уже показывала девочкам. Обычный декор на стену. Пока это как бы будет вот такой тренировочный, а дальше, как я говорила, писала, вернее, что мы будем плести абажур. Декор. А что такое с нашим интернетом? Что не так? Что выпендривается? Так, ну подожди еще хоть минуточек 5. Как раз поотзываются те, кто уже присоединяются к нам. Так, я пока буду готовить тут наше рабочее место. Так, буду... Так, кто там у нас еще с нами потихоньку? Сейчас настрою, чтобы все вам было видно, чтобы все было хорошо. Все вроде настраивалось, но, знаете, это такое дело. Такс. Так, кто там на связи? Я еще... Ага, так, все потихоньку подсоединяются. Так, значит, спрашивали мне тут за белую эмаль. Так, какой эмалью пользуюсь на данный момент? Вот покажу. Меня задавали вопрос по поводу эмали, что сейчас я пользуюсь. Вот такой вот я эмалью пользуюсь. Цена 122 гривны, это Украина, 0,75. Вот этим вот я на данный момент пользуюсь, пока меня устраивает. Если найду что-то лучше, то, конечно, я уже об этом сообщу. Или видосик какой-то сниму по поводу новой эмали. Ну, пока это вот это. Вот. Еще раз, чтобы было хорошо видно. Вот. Дождались. Ты что, долго ждали, что ли? Еще, в общем, я тут чуть-чуть, значит, решила попробовать вот такую вот лак. Главное, чтобы не перелила. Фирмы Аура. Вот. Интерьерный.
Так, ну что мне здесь понравилось, это воск содержит. То есть еще дополнительная защита. Я вам скажу, вообще бомбезный. Просто шикарный. Действительно просто классный. Цена у него ахаха какая. 165 гривен. Но я его использую на... боже, на финиш. То есть, допустим, покрываю изделия такие вот там чашки, да, то есть небольшие. Вот, чтобы можно было, ну, как бы расход поменьше, во всяком случае, этого. Поэтому, не, ну лак, конечно, вообще шикарный. Просто шикарный, вопросов нет к нему. А, да, да-да-да. И накинула я дезинформацию. Не прочитала она, что сегодня эфир до конца. Вот, по поводу лака этот. То есть, ну, им я пользуюсь, конечно, редко, но пользуюсь. В основном на мелкие. Вот. Пока что вот так. Так, ну что, можно, я думаю, начинать? Я так думаю, да? А то пока сейчас все соберутся, как обычно у нас, в общем. Так. Как видите, сделала вот я себе вот такой вот образец, макет, или как его правильно так сказать, да? Значит, использовала я для самого шара вот такую вот миску. Вот. Я обвела. У меня просто циркуля не было. Я обвела вот так вот. То есть это мне нужно было просто вот эта вот часть ровная. Вот. И потом я, ну, уже, естественно, дополнительно уже от руки нарисовала вот эти вот перемычки, да, перегородки вот эти вот. И все. Ну, естественно, тут уже все я от руки рисовала, то есть, ну, на глаз. Мне главное было, чтобы вот эта вот часть была круглая вверх. И, в принципе, все. Вот это вот, ну, как шаблон, можно его и дальше использовать. И, кстати, я вот не знаю, наверное, мы когда будем плести абажур, то я так думаю, что вот это у меня просто больше нет. Наверное, у меня вот эта вот мисочка пойдет за форму, то есть для как раз здесь, ну, и такая вот штучка есть. В общем, сейчас скажу, сколько она. Либо что-то другое поищу. В общем, будет видно. 23 сантиметра для шара. Ну, я не знаю, может быть и подойдет. Еще посмотрим. То есть это для именно абажура. То есть вот это будет у меня такая вот форма. То есть основная часть мне нужно будет вот поднять, да, и выплетать уже дальше. Но это я наперед забегаю. То есть, скорее всего, что вот так вот что-то такое нужно, чтобы вот начать вот, да, плести. Потому что там все-таки ажур. И без формы ты, ну, очень тяжело его будет без формы. Так, дальше. Это с этим мы разобрались, что я тут нарисовала. Дальше, что нужно вот для вот этого декора. Кстати, этот декор можно использовать и как ключницу. Просто если у меня вот здесь просто, да, вот такая вот, ну, тоненькая, просто декор, да, то здесь можно сплести какую-то такую вот маленькую коробочку на стену и, пожалуйста, как ключи. То есть это уже на ваше усмотрение. Мы, может быть, даже такое и сплетем. Так, ну все. Я думаю, все, что хотела сказать, предварительно сказала. Можно, в принципе, и начинать. Я тут заранее, в общем, подготовила вот такие вот себе трубочки. В них я вставила проволоку. Проволока вязальная. То есть она тонюсенькая совсем. Может, 1 миллиметр, наверное, нет. Хотя, может, и есть. В общем, она такая вот. И не твердая, и не слишком мягкая. В общем, мне подходит. В любом строительном магазине можно купить. Все. Это все, что нам на сегодня нужно. То есть трубочки, я их соединила между собой. Проволоку в середине вставить. И пока на сегодняшний день все. Кстати, цвета у меня тоже пособирала все, что можно. Разнобой он тут. Ну, я думаю, это, кстати, будет самый такой оптимальный, классный вариант. Так, кто не отозвался, партизаны. Мы на каждом эфире говорим, партизаны у нас это плохо.
Отзываемся, кто есть, кто на связи. Ну что, начнем. Сейчас мои булавочки. Мне тут надо зафиксировать этот листик, чтобы я его, чтобы он у меня не ерзал. Он не мешался мне. Да, камера немножко, кстати, прыгает, но ничего, девочки. Вы уж простите, то, что есть, то есть. Пока такая вот, какая есть камера, такой и пользуемся. Может, дальше какой-то штатив куплю. Будет чуть-чуть получше. Не будет так уже все дергаться. Ну, пока такая. Так. Аллочка, здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо. Ой, боже, стол шатается, все шатается. Ну, ничего. Так, ну что, приступаем. Так, как же нам теперь тут надо? Хочу сейчас буду это все дело настраивать. Настраивать. Тут, конечно, нужно поиграться, прежде чем вот начать плести. Тут нужно чуть-чуть выстроить все. Ой, моя Одесса любимая. Привет, привет. Так. Так, ну, в общем, это все сейчас мы будем... Чик-чик, наверное, надо было раньше сделать. Ну, ничего, зато все это увидите вживую. Так. Так, отзываемся, девочки. Кто там к нам присоединяется? Как мы говорили, партизаны это хорошо, но не в данном случае. Так. Так. Все это будет вот так. Вот так. Так. Кто чем занят? А ну, рассказывайте, кто чем занимался всю эту неделю. Что за всю неделю ни разу не вышла в эфир? Ну, ничего. Будем исправляться. Так. Сложно вот начало вот это вот. Я помню, когда плела вот тот первый шар, который я вам показывала, это второй. Ну, сложно вот первое вот выставить, а дальше оно уже легче пойдет, уже когда начнется само плетение. Оно уже будет чуть-чуть полегче, конечно, потому что уже все будет становиться на свои места. Главное вот сейчас вот все вот это вот настроить и проплести хотя бы там рядочков 10. И оно все станет на место, уже все булавки можно будет вынимать. Здравствуйте, здравствуйте, Ирина. Карелия с нами на связи. Так. Так, есть, не нравится мне тут. Вот как-то вот так. Все. Первое сделано. Дальше хочу посерединке беленькие. Тоже все соединенное. И все будем сейчас. Так, Новосибирск. Ага, настенное панно. Вот и люблю я такие вещи. Так, тоже надо совушку доплетают. Кстати, мне очень приятно, вот когда девочки показывают вот работы по моим МК. Блин, это так реально вдохновляет и приятно.
Думаешь, блин, ну не зря стараешься все-таки, делишься каким-то опытом, пусть он и небольшой, но, блин, это многого стоит. Так. Все так сейчас в булавках будет. Ну ничего, это только первое начало. Дальше можно будет уже вынимать все. Все потихоньку присоединяются, присоединяются. Я же говорила, минут 20 мы сейчас будем раскачиваться. Так. Неровно. Неровно. Так вроде ровнее, да? Спасибо. Спасибо, Ирина. Месяц болею от этого творчества. Ох, это такая зараза. Вот как зацепится это творчество, все, потом от него отцепиться уже невозможно. Так что, так, ну это, в общем, потом мы с этим разберемся. Там уже все оно станет по своим местам, будет выравниваться. Главное нам сейчас вот здесь вот сделать красоту. Так. Ну, тут можно просто трубочку напополам. И можно ее либо вот так поставить. Но я сделаю так, как я делала и тот раз. Придется, конечно, это все сейчас снять, но ничего. Так. Сегодня, ой, боже, совсем уже, совсем новичочек. Несколько дней плетем. Это точно, Алочка. Болезнь заразна и надолго. Если зацепится, то это уже на все. Так. Все. Наконец-таки. Теперь основная часть у меня готова. Сейчас я это все дело причеплю. Так, есть. Ну, все вроде бы. Все выставили. Сейчас, конечно, я же говорю, что из-за этих булавок все будет вот совсем через нехорошо. Ну, ничего, что делать. Так, вроде все ровно. Так, ну что? Так. Ого. Из Ставрополя я сегодня партизан. Ага. Ага, готовлю салаты невестке день рождения, но внимательно смотрю и слушаю. Я с вами. Ага, ага. Ну, невестку поздравьте. От нас невестка это хорошо, особенно когда вот свекровь так отзывается. О. Так, ну партизан один отозвался, что он сегодня партизан. Так, ну что, начинаем, приступим. Так, поехали. Я беру как попало, что взяла, то и какую трубочку взяла, такую вот, такой и плиту. То есть разницы нет, то есть разнобой. Так, и просто вот так вот подставлю. И первые, конечно, витки сейчас будет вынимаем, ставим, снова вынимаем булавки наши. Ну, по-другому здесь никак. Здесь именно вот так и надо. Я уже пробовала тут крутить, вертеть, но, к сожалению,
Добрый вечер, кто к нам присоединяется. Я сейчас могу чуть-чуть не читать ваши сообщения, потому что тут такой ответственный момент, что нужно всем с вот этим играться. Пока что обычным ситцем проплетаем, буквально там рядочков, может, 5, чтобы хотя бы все это дело сейчас зафиксировать. А там уже будем делать витки. Трубочки у меня разные. Какие были, такие насобирала в кучку, увлажнила и все. Увлажняю, кстати, в банке. Так. Так. Я говорю, чуть-чуть. Начало не совсем удобное, но... Так, что-то мне тут совсем не нравится. Вот эта вот часть. Так вроде ровнее. Так. Наращу здесь, потому что там уже поворот. И не совсем будет удобно на повороте. Так. Ой, слушайте, недавно смеялась так. Трубочки. Так, сроду не думала, что так люблю. С трубочки кручу пока 3-ю пачку. На этом все. Еще боюсь. Ваши золотые ручки дают вдохновение. Ой, спасибо большое, Галин. Спасибо большущее. Это очень-очень приятно. Стараемся как можем. Где-то что-то подсказать, помочь, рассказать. Да и так я считаю, что в любом начинании обязательно нужна поддержка. Иначе без поддержки никак. О, Испания с нами. Боже, как приятно. Города, страны. Эх, как творческих людей объединяет интернет. Круто. Так. Вроде бы пока все у нас получается. Неплохо. Так. Не договорила. В общем, смеялась, говорю. Значит, пишет мне одна девочка. А почему это... А почему вы МК загибки косы не продаете? Ну, в смысле, почему бесплатно? Ведь, говорит, это такая загибка, она же сложная, вот, и многие мастера ее продают. Я вот сижу и думаю, ну, а зачем ее продавать, если, ну вот, я не знаю, меня это, конечно, просто вопрос вообще убил. Я даже не знала, что ответить человеку на такое вот, почему я не продаю мастер-классы. Ну вот не продаю я, хочется мне бесплатно это все делать. Не, ну как бесплатно? Это бесплатно, в принципе, да, но вот благодарности, и вот, знаете, когда человек говорит, спасибо, получилось по вашему там МК или там какой-то подсказке, ну, я считаю, что это, наоборот, большой плюс. Ну, а есть такие, что продают, я считаю, что можно и поделиться. Безвозмездно. Так.
В общем, вроде бы пока все у нас идет как должно. Так, 3. Ну что, теперь, я зафиксирую тут. Нет, сама научилась, конечно, делать. Все сама. Я скажу так, сама коса, вот ее можно понять, эту загиб, но в ней нужен опыт, реальный опыт. Это зараза, да? Так и вот. Да-да-да. Эта, загибка сама, ну, то есть ей нужен опыт. Вот, то есть нужно сплести несколько, вот, ну, как несколько, ну, м, я даже не знаю, наверное, не меньше 20 раз, это точно, чтобы вот хоть как-то, ну, то есть она более или менее начала получаться. У меня поначалу вообще такой страх и ужас. Забыла сказать, кстати, мы здесь уже делаем на вот этих крайних развороты. Поэтому ее нужно набить руку на ней. И что я еще хочу сказать, что сами трубочки вот на этой косе должны быть такие плотненькие-плотненькие. Вот тогда сама коса станет, ну, так, как нужно. Так, мы сейчас будем сдвигать потихонечку. Так что пока что это все играет. Так. Ну, вот видите, как я говорила, что многие мастера вот именно косу продают мастер-класс. Но сложного в ней, по сути, ничего нет. Не единственное, что очень плотные должны быть трубочки, либо же хотя бы вставьте леску. Ну, если вы видите, что у вас не слишком плотные трубочки, то вставьте леску. И все. Ну и, естественно, опыт. Нужно больше этих кос плести. Это все абсолютно. Больше там ничего, ну, ничего сложного нет. Сама по себе такая вот эта загибка, она такая веселая. Ой, доброго времени. Ой, спасибо большое. Так. Так, ладно, попробуем, может, пройдет. Придется на развороте делать. Нехорошо, но что делать? Так а что это никто не так мало поотмечалось, столько людей смотрит, а мало поотмечались. Это что, ну кто в партизана играет опять? Так, сделаем поворот. Ну вот тут уже в принципе полегче. Здесь просто нужно... Эти я уже вытащу, они мне уже по сути не нужны. А ставлю их для крепления, чтобы не прыгало изделие. Так. Все, вроде зафиксировала, чтобы не сильно оно ерзало. И здесь будем контролировать по нашим... Так. Кстати, по поводу абажура, воздушного шара. Я, кстати, тоже не видела вот именно мастера такого абажура. Я не знаю, это что так...
ну, вот такое вот какое-то изделие, что на него нужно платно, или почему-то его никто не делает. Там корзинки, вот такое все делается, а вот на такие вещи, ну, простой абажур там, да, сделают. А вот такое вот, нет, я не помню, у какого-то мастера, по-моему, но в закрытой группе был такой абажур. Ну, то есть закрытая группа, естественно, подразумевает под собой внесение денег. Ну, плата. Ну, с одной стороны, это, в принципе, не знаю, может и хорошо, что оплачивается труд мастера, а с другой стороны, не знаю, я как-то, ну, так. Так, Питер с нами, здравствуйте. Светлана, здравствуйте. Наталья в трубочке. Да, 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 вот здесь вот, да, вот здесь вот в этих вот основных стойках, там обязательно проволоку. Какой коврик? Вот этот? Я не поняла, из чего сделан ваш коврик? Вот в клеточку который, что ли, да? Я не поняла, Светлана. Так, здесь нарастить. Так. О, слушайте, у меня скоро нужно будет привезти один. Да, это лист пеноплекса, да. А я просто не могу понять, какой коврик. Да, это обычный лист пеноплекса. Он у меня уже, я уже не знаю, ему года, наверное, 2. И уже, конечно, поменять нужно. Но вот именно такого вот какого-то синенького, да, без таких вот пупырок. У меня вот есть кусочек, тоже покупала себе, там форму нужно было делать. Вот эти вот пупырки меня вот они как-то смущают, не нравятся они. А вот такого вот простенького, то есть без вот этих пупырочек, там я нигде не могу у себя найти. И вот нужно уже, конечно, обновить это. Не договорила, буду плести скоро лежачок. Лежанку для кошки. Будет большая. 50 сантиметров в длину. Так что я думаю, что, возможно, там овальное дно плетё. Так что, возможно, сделаю мастер-класс скоро. Если кому-то, конечно, интересна такая вещь. Потому что многие уже умеют такие вещи плести. Ну, я из какого города? Ну, это не город, у нас поселок, Хмельницкая область, поселок Волковинцы. Ну, это больше, конечно, я бы сказала, деревня. У нас тут 3 магазина на все село, поэтому... Так. Украина. От своего производителя. Ну, возможно. Ну, как раз хватает, чтобы нарастить. Ох, ох, ох. Ой, у меня недавно
У нас такой ветер был сумасшедший. У нас почти 2 суток не было света. Я думала, что нам не сделают свет. Думаю, ну все, эфира, наверное, не будет. Думала уже писать, что эфира не будет. А нет, вчера все-таки нам, или когда позавчера, нам сделали. Это уже было круто и хорошо. А то вчера ложный вызов был о том, что эфир. Так. Все, дальше уже видите, то есть оно быстрее, быстрее, быстрее. Вот тут вот ну, тяжеловато вот начало. А дальше уже оно и легче, и быстрее идет, и можно уже, ну, немножко расслабиться, я бы так сказала. Так. Наверное, сюда задвину, чтобы не затягивать. Так. Тут уже посимпатичнее начинает идти. Тут надо уже вставлять булавки, потому что будет сейчас идти закругление чуть-чуть. Поэтому тут надо выравнивать. Не в ту сторону поставила. Ну и ладно. Так. Инна, да, в днях запуталась. А там же было написано 8 числа. У меня кто-то тоже спрашивал, что мы в основном же в субботу начинаем, а в воскресенье заканчиваем. Но у меня вчера был сложный день. Ну, в принципе, я знала, что мне просто нужно было срочный заказ сделать, ящички. Вот. Короба большие сплести. Поэтому, ну, я понимала, что, ну, я просто не успею. Поэтому я сразу перенесла, ну, сразу написала, что на воскресенье, то есть 8.08. Вот. Поэтому... Так, Якутия. Ой, пожары это страшно, боже, я не знаю, как вы вообще, ну это действительно, это такая стихия, что, боже, дай бог, что все было хорошо, конечно, потому что, ну, пожар это такая вещь довольно-таки неуправляемая. Так, чем окрашивала трубочки? Колерами, все колеры. Я уже не раз говорила, что морилками я редко очень пользуюсь. В основном у меня колер. А морилки, если и пользуюсь, то это самоваренная кора дуба, либо там вот из ореха, листьев ореха я варила. Ну, то есть в основном вот такие вот. А так все колерами. Потому что по одной простой причине, то что у нас морилку найти сложно. Все только через интернет заказывать. Допустим, мне нужен только один какой-то цвет, а один цвет ты не закажешь, нужно там на определенную сумму, ну, как обычно. А дым-то все равно, Алочка, по воздуху-то идет, затягивает. Так в любом случае, где бы ни находилась, это всегда страшно. Это такое, я не знаю, катастрофа просто. Видать, там хорошо горит. Что аж до вас доходит. Так. Какой цвет получается из листьев ореха? А он какой-то коричнево-розовый. Вот как-то вот
У меня на канале есть видео, так и называется, по-моему, если я не ошибаюсь, эксперимент. Блин, как же ж он? Морилка, по-моему, из листьев ореха. Если я не ошибаюсь, то, по-моему, так и называется. И там я показывала цвет. Быстро не плетите, а то и поговорить не успею. Анастасия, вы всегда все успеваете. Не, ну с учетом того, что вы сегодня у нас закатываете, закатки делаете на зиму, ну, да, можете не успеть. Ужас, я не знаю, этот пожар, это действительно это страшно. Бедные люди, бедные это... А экология как страдает. О, это, конечно, жутко. Ой, скоро тоже буду плести мне свекрови на подарок полукруглую хлебницу. Такую вот, овальная вот такая вот она будет. Одна хлебничка у меня есть уже с полочкой на канале, а это будет такая вот. Так, это мне тоже вот думаю сделать мастер-класс по ней. Интересная такая вот форма у нее. Но там действительно, там нужна будет на нее форма делаться. То есть без формы ее ну никак не сплести. Так. Тут уже чуть полегче, полегче. Плетется быстро он. В принципе, недолго. Вот уже начинает ездить, надо снова крепить. Кто забыл? Спасибо, Галина. Ну, лайки, я уже не раз говорила, это дело сугубо личное. Кто хочет, тот и ставит. Ну, я считаю, лайк, конечно, для меня это плюсик. Ну, видите, я уже тут заговорилась. Для меня это плюсик в чем? В том, что, значит, видео было полезное. Вот так вот. Так, вроде бы пока все, все пока хорошо. Я сразу поставила лайк. Алочка, я даже не сомневалась. Вот что-что, а в вас я никогда не сомневалась. Спасибо большое. Так. Елен, мастер-класс по поводу хлебницы будет. И в мастер-классе я полностью покажу форму, какую я делала. Она несложная. Форма. Ну, в общем, все будет, как обычно, разжевано по полочкам. Поэтому не переживайте тут. Угу. Все будет как всегда. Спасибо, девочки. Спасибо за ваши лайки и вашу поддержку. Кстати, это, во всяком случае, мне это помогает дальше творить и делать и новые видео, и новые МК. Конечно, сейчас с МК пока нет, потому что все почему-то... Так, что это такое?
все времени нет. Ну, на этой неделе будет однозначно. Лайкаю обязательно. Спасибо. Главное, чтобы этот лайк не был вот такой вот, знаете, как наобум. Поставить. Нет, вот если стоит лайк, вот для меня это понимание, что человеку было полезно. Вот. Пусть вы даже ничего не напишите. Понимание того, что информация, там, видео или там что-то сказанное, в общем, вы меня поняли, да? Оно было вам полезно. Так. О! Так. Лайк, уважение к мастеру. Ну, в принципе, да, согласна. Ну, есть же у нас такие вот нехорошие. Ой, чего только не хватает, чего только я будем так говорить, нет в этом интернете. И зависти, и грубости, и хамства, и ну куча всего. Я уже на это не обращаю внимания. Вот честно. Поначалу мне было как-то так обидно, думаешь, блин, тут стараешься, как-то выкладываешься. А тебе еще и там гадости всякие пишут. Там сама себе говорю, боже, всем мил не будешь, поэтому... Моя аудитория, мои девочки всегда будут со мной. Поэтому я на гадости не обращаю внимания. Так, вроде пока все хорошо. Ну, что-то мне тут не совсем нравится. Вроде пока все нормально. Спасибо. Большущее спасибо. Так. Что вы знаете, когда раньше, когда просто смотрела чужие мастер-классы, еще не было вообще канала, ну, то есть был канал, но я его не вела, как-то даже не задумывалась об этом. Ну, посмотрела видео, да, хорошо, все классно. Я не задумывалась о том, насколько это вот сложно. Ну, как сложно? Ну, в принципе, по сути, сложно. Вот сделай видео, не забудь все объяснить, сказать, разжевать. Это все положить, как говорится, в рот и закрыть рот, чтобы все было понятно. Ну, то есть это действительно, это очень большой труд. Вот есть Алочка у нас тоже сейчас в чате, у нее тоже есть канал. И вот она меня поддержит, и она знает, что канал вести в плане того, что нужно, ну, видео выкладывать. Это понятно, что ты выкладываешь его, но не просто его взял наобум и выложил, да, а вот я тут так плела, а вот я тут так плела. То есть ты делишься опытом полноценно от начала и до конца. И стараешься все максимально объяснить. То есть, и ты только тогда начинаешь понимать, насколько это действительно титанический труд, чтобы вот это вот все записать, смонтировать, собрать. Поэтому лайк – это действительно поддержка, это благодарность. Настя, вот вы всякий раз вот как попадаете в чат, вот как обухом. Да, правильно, сначала лайк, потом помидоры. Да по-любому. Главное, чтобы не по помидорам, а то все остальное ерунда. И мастеров в интернете полно по плетению, море. Поэтому у каждого мастера своя аудитория.
Понятное дело, что все ориентируются сейчас на титанов плетения, допустим, такую, как Бугрова, да, Лада Легай, то есть... Ну, девочки, давайте откровенно. Поначалу видео у них тоже было не того. Вот, когда только начинался канал. И подписчиков у них, и комментариев, и всего, и лайков у них не так уж и много. И сейчас они уже, конечно, популярны, их знают многие, и все начинают молодых новичков сравнивать вот с этими мастерами. Ну, хотя зачем? У каждого мастера своя рука, каждый излагает информацию по-своему. О, всем привет с острова Корсика, Франция. Ух ты, ух ты. Привет, привет. Спасибо, Аллочка. Вот, вы меня понимаете. И я вас полностью. Поэтому вот, видите, у мастера вышло какое-то видео, не обязательно у меня, у любого другого. Поставьте лайк. Это, ну, от вас, как говорится, лишнее движение пальчика не убудет, а мастеру это будет приятно. То есть это будет говорить о том, что ничего себе, мне сказали спасибо. Ну, вот как-то вот так. Так. Я считаю, что это будет классно. То есть я не делаю никаких там закрытых групп, закрытых чатов или еще что-то. Ну, там, где там платное, там как-то вот что-то. Абсолютно ничего этого я не делаю. Зачем? Если все можно взять в доступной форме на Ютубе. Так, ну что, вроде что-то вырисовывается. Так, что у нас здесь? Нужно убрать. Здесь можно уже убрать. Спасибо, спасибо, Леночка. Так и правильно, правильно. Потому что любому мастеру это будет приятно. Хотя я не скажу, что я там супермастер, ну, так что-то понимаю. Я так сказала. Так. О, привет, привет. А что, оповещение разве не приходило, что у нас, что трансляция началась? Как это так? Странно, странно. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Так. Ну что, вроде неплохо пока. У меня почему-то нет. Странно. Но это YouTube. Это в Ютубе какие-то вечные эти глюки ихние. Не всем приходит оповещение. И поэтому бывает такое, что... А бывает, приходит оповещение, но уже там через полчаса. То есть поздно приходит. Так, только что подписалась на Аллу. Раньше не видела этот канал. Вот, вот. Аллочка у нас это большой мастер с очень большим опытом. Но, я скажу, опыт большущий, но и сама по себе очень приятная женщина. Очень приятная. Она и ответит, она и объяснит. То есть нет такого, как у зазвездившихся каналов, которые там спросишь, они тебе в ответ... Ну, что непонятно, или ищи там у меня на канале есть. Ну, я знаю, что есть.
ну, переколошматить, перелопатить весь канал. Хотя можно было ответить 2 словами. Ну, есть такие зазвездевшиеся, но это такое. Почти белые получились. А можно еще добавить такой грязно-коричневый цвет к этому обшарпе. И будет еще вот оно вот такое вот под старину совсем вот такое вот. Будет вообще классно смотреться. Так что попробуйте на них добавить. Но это, конечно, лучше на влажные трубочки, чтобы все вместе потом высыхало. Так. Так, что у нас тут? Поворачиваем. Почти поворачиваем. Надо булавка. Надо булавка. Так. Вот тут надо все. Или лучше вот так, наверное, я сделаю. И вот так я сделаю. Вот. О, вот так будет правильно. Так. Ну, в принципе, да. В принципе, да, отправляет. Ну, согласна, да, с этим согласна. Может, не так делай. Хотя, в принципе, ну, не знаю, я как-то... В общем, я с этим делом стесняюсь, если честно. Вот это вот просить. Так, разве в следующий раз? А так, ничего мне понравилось. Ну, хорошо. А кто-то тоже говорил, что делал это обшарпе, вот я не помню кто. И потом сплели котодомик. Вот я не знаю, не помню кто. На том, по-моему, эфире кто-то говорил, что плел вот с этого, по этому обшарпе. Так, ну что, у нас уже почти тут что-то видно. Что делать? Мы в любом случае сегодня все не успеем. Я вот думаю, как бы нам закончить эфир, вернее, корзинку вот эту, потому что на этом эфире мы шар вот этот вот сплетем, да, а на следующем эфире, я думаю, сплести вот корзинку. Ну, естественно, декор какой-то думать. Вот. То в какой-то день завтра сделать, что ли, или это на субботу следующую, ну, вот, которая будет на той неделе. Так, вы подали мне хорошую идею. Благодаря вашему воздушному шару я попробую доплести еще и корзинку, и получится ключица. Спасибо еще раз. А вот я, кстати, в начале эфира и говорила, что делаем шар. Ну вот я покажу еще раз. Кто там не был, вот. Вот, да, я сплела вот такой вот. И просто обычный декор. Ну, вот просто вот такая вот плетенка и все. Но я вот предложила, что сделать просто такую вот корзиночку, и это будет как ключница. То есть вот я и вот хочу, чтобы вот мы на этом эфире, то есть будем плести не вот такую штучку, а вот именно коробочку, и будем крепить вот эту вот коробочку, да, вот к этому шару. И будет у нас новая ключница. Почему нет? Можно и так, конечно. И будет классно.
опасаемся. О, ремонт в детском. О, как раз эфир, кстати. Классно. Да, согласна. Согласна. Есть такие люди, действительно, которые вот, ну, он просто делится действительно опытом. И это, ну, это чувствуется в человеке, что вот, ну вот, и приятный, и вот нет вот этой вот напыщенности. Ну, действительно, я тоже говорю, что я тоже подписана на многих мастеров, но, ну, не все к душе, я бы так сказала. Ну, опять же таки, это дело каждого вкуса и дело выбора. Мастеров сейчас очень много, поэтому, повторюсь еще раз, каждый мастер свою аудиторию найдет в любом случае. Так. Вот. Ну, вот так. Так, ну я думаю, скоро мы будем просто плести ситцем. Мы еще немножко проплетем и будем переходить на ситец уже заканчивать, то есть вот саму вот эту штучку. Так. Конечно, завтра что тянуть? Помидоры закончились. Ох и Настя, ох и Настя. Дама с юмором. Так. Ну что у нас тут? А у нас тут... Раз, два. Так, как бы так, чтобы у нас равномерно все было. Угу. Ну все, наверное, мы уже дальше пойдем просто ситцем, хотя можно еще проплести пару рядочков с цветочками, пока. Сейчас посмотрим. Тут у меня клея нет. Так. Так, вроде все. Ну, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуточку. Ох. Так. О, да. Последний ряд вот этот вот. И можно уже будет переходить на ситец, потому что уже вот сторона начинает делаться выше, а здесь ниже. Поэтому тут уже, в принципе, можно переходить уже будет на ситец. Сейчас мы еще здесь сделаем виток, чтобы уже симметрично. И дальше мы пойдем уже просто обычным ситцем будем плести. Цветом не определилась. Ну, это такое. Вот не знаю, вот этот вот сам вот этот обшарпе мне больше вот на таких вот там темно-коричневый, вот коричнево-розовый,
серый. Вот как-то вот на таких тонах. Вот я как-то себе вот так вот вижу, что на таких вот лучше обшарпе. Мне так кажется. Ну, опять же таки, дело вкуса. Так. Все, последний виток. И дальше мы будем плести простым ситцем. Потому что, я же говорю, вот уже начинает подниматься, вот бока подниматься. И если не, сейчас не дальше плести с... Боже, дальше плести с витками, то ну, середина провалится. Так. Нужно сплести круглый для игрушек. Не поняла. А что круглый для игрушек? А, в смысле корзину круглую для игрушек? Так, ну вот тут у нас уже начинается вот такая штучка. Так. Надо сдвигать центральные, ну, чтобы вот шло. Все, здесь мы уже просто обычным ситцем. Эх, нехорошо. Так. Так я так и не поняла. Мы завтра доделаем шар или мы будем... Ну, по сути, там останется одна корзинка. Можем либо завтра доделать, либо перенесем на следующую субботу. Суббота или воскресенье, то есть это уже будет, как говорится, посмотреть. Эх. Ну, круглую, большую для игрушек. Мне кажется, серый. Я даже вот, ну, не знаю, как бы так, чтобы... Так, сейчас, минуту. Тут надо вот так выравнивать, уже поворачивать. Да, вот так. На уровень поставить, чтобы одинаковый был перегиб. Вот. Вроде неплохо. Так, хорошо бы завтра. Можем ли завтра? На следующую субботу новое что-то. Вот я хочу вот этот вот абажур воздушный шар сделать. Мы его в любом случае сделаем. Просто или это будет суббота, или воскресенье эфир. Будет посмотреть. Так. Вы так привыкнете каждую неделю по новому эфиру и новые изделия. А почему нет? Ну, как декор. Настя, мы же говорили, что можно сделать как ключницу. Почему нет? А то все домики, совы. И что там еще? Еще что-то там есть. Не помню, что у нас делают. А можно и такую ключницу. Вы нас так приучили. Лишь бы был полезный эфир, а все остальное можем хоть каждую неделю видеться. Это, не, я думаю, не проблема. Муж дома не выгонит меня.
Так, тут мне надо вот на эту сторону переставлять, потому что будем делать закругление, а нужен хороший. Так, вроде пока все хорошо. Так. Ну, тогда, наверное, а когда ж мы завтра соберемся? Когда мы соберемся? В котором часу мы будем завтра собираться, чтобы доделать уже этот шар, добить? Также в 5 часов вечера? Так. Так. Сейчас мы тут... Тут, конечно, нужно будет еще нарастить трубочки, вот эти, на эти стойки. Ну, в принципе, можно уже и без проволоки. Мы основную часть, вот сам круглую часть сделали. А тут можно и без проволоки уже. Так. Ну, наверное... Ну, это уже что-то похоже. Так. Сову, настенное панно. Не хочу. Вот не нравится. Ну, не знаю. Я когда-то плела эту и ключницу, и что я только уже не плела с этими совами. Вот честно, вот она мне перегорела, эта сова. Мне вот как-то она... Не знаю вот. Вот как-то вот, ну, не знаю. Не в душе она мне. Поэтому не знаю. Не. Наверное, нет, не хочу. Так, эфир делайте как вам удобно. Главное, чтобы не было перегорания. У вас как с Ладой получилось. Мы же построимся. Ой, да нет. Вы знаете, я не знаю, перегорание. Ну, это все-таки, вы знаете, у мастеров, да, бывает такая вот штука, когда действительно человек перегорает. Это тогда, когда, я так себе думаю, когда уже просто лень. Реально лень. Вот ты как-то настраиваешься, да, там развивать канал, вести канал. А потом приходит такой момент, когда уже просто лень, и ты не знаешь уже, что человеку объяснить и что рассказать. Не нравится мне. Возможно и такое. Может, человек устал тоже, ну, от большого количества людей, много вопросов. Ну, может быть, конечно, может быть такое, что человек перегорает. Ну, у меня пока тьфу-тьфу-тьфу. С этим все хорошо, вы меня поддерживаете, ждете. Кто-то там ложные окрики делает, что эфир, это уже приятно. Значит, все-таки вы ждете этих эфиров. Это уже хорошо. Это уже плюс. Не нравится мне трубочка. Я вон тоже сегодня села, сплела ящик. Мне еще один ящик остался там на заказ большой. И села, перебирала тоже эти полосы нарезанные, потому что тоже где лицевая, где изнаночная. Вот это вот я не люблю. Так. Перепутала. Но она так ждала эфира, что не это, аж перепутала все.
О, видите, как уже девочки уже мне раз получается уже хорошо. Оно в виде совы в хотелках. Ну, блин, это, ну, я не знаю, можно сплести. Ну, вот как-то, вот я же говорю, вот честно, как-то пошел бум на этих сов одно время. Вот куда ни кинься, куда ни глянься, везде одни совы. Уже вот честно, уже как-то вот поднадоели эти совы. Уже не хочется мне на них смотреть. Пока. Может, со временем я как бы еще раз на них взгляну, но пока совсем нет желания. Вот хочется чего-то новенького. Вот я не видела нигде вот воздушного шара. Хотя, по сути, в принципе, ну, каждый может такое сделать. Просто было бы желание. Ну, ничего. Может, со временем сова и получится. Но это явно не сейчас, потому что, вот честно, ну, совсем у меня носов. Никак. Так. Ну что, вроде что-то, что там. Мне уже нравится. Спасибо большое, Аллочка. Большое-большое спасибо. От вас это вообще для меня прям как масло на сердце. От вас похвала, конечно, это... Ух, многого стоит. Так. Теперь переставляемся чуть-чуть сюда. Вроде пока все хорошо. Но, кстати, скажу, если кто-то сейчас отвечу на вопрос. Если кто-то будет плести вот такое, будем так говорить, ну, декор, панно, кто как хочет, таким назовите, его нужно, ну, когда оно будет сохнуть, его поставить под, ну, не сильный пресс, ну, так, чтобы его не повело. Я заметила на своем вот первом, который я показывала, я его просто оставила, и он мне высох. И что получилось? Получается, его перекосило. А так, когда вот пресс поставить на него, ну, небольшой, он высохнет, и будет все ровненько. Это я, конечно, я не знаю, что-то я совсем об этом даже не подумала. Вот сплела и оставила, и все. Так. Стоит ли покупать станок для плетения? Алочка ответила, да. Я считаю, что вообще не стоит. Нет смысла. Ну, вот смотрите, допустим, скажу по себе. У меня станок для плетения вот только появился, вот муж сделал, ну, где-то полгода назад. Ну, это чисто для того, чтобы вот плести там большого полотна что-то, да, там, допустим, вот короб, дно плетеное, там, 60, там, на 50, да, и как-то тяжело его плести, поэтому мне он сделал для моего удобства станок. Ну, в общем, если какие-то там вот круглые делают, там вот еще какие-то там, ну, я не вижу. Вот честно, я изначально училась плести все без формы, без станков, без ничего. Вот руки, трубочка и булавки. Все. Это то, с чего, ну, с чего я начинала. И не вижу смысла. Вот я скажу так, если человек научился, ну, это мое мнение, сейчас ко мне мой огород, скажу так, что я так думаю, если человек изначально научился плести без формы,
это, ох-ох-ох, какой большой плюс. Тогда у вас, будем так говорить, ваш глазомер будет натренирован. Но вот, допустим, большие изделия, такие как квадратные, да и вообще квадратные изделия, я стараюсь плести по форме, из-за углов. Только из-за углов. И все. А ну, станки я не вижу смысла вообще покупать. Вот, ну, не вижу я абсолютно. Это, конечно, дело добровольное. Как Алла сказала, действительно, если есть лишние деньги, можно и купить. Но вот ну, я не вижу в этом смысла. Да, мне муж сделал, спасибо, я им, конечно, пользуюсь, вопросов нет. Потому что я ему заказала такой, какой мне нужен на мои изделия, те, которые я плету, допустим, на заказ, да, большие. А так вот есть там, как она, боже, какое тяжелее плести? Ну, я скажу так, квадрат, прямоугольник немножко чуть-чуть сложнее в плане техники вот боков. А так новички все, совсем которые только-только начинают плести, им лучше начинать с круглого дна. Вот круглое дно – это то, с чего начинают. И все. А дальше уже потихоньку наводится. Вот, и я тоже большая. Я плету по форме, потому что там действительно там нужно выдержать стенки, там надо углы, там ну, много всего. А вот в основном вот я все плету без формы. Вот на глаз. Я поначалу, я не помню, что-то я там тоже придумывала к этим формам. Пару раз попробовала на форме, поняла, что мне она мешает. Даже вот по сей день плету большие короба, и я понимаю, что мне эта форма мешает, что мне там хочется палец где-то протиснуть, а я не могу. Поэтому и психую иногда. Ну, а как, по-другому не получается. Там в любом случае нужна форма. Так, я вас замучила вопросами. Нет, чё. Наоборот, если, ну, и прямые эфиры, по сути, они и служат для того, чтобы задал вопрос, и тебе на него сразу же ответили. И неважно, тот, у кого вы на эфире, или тот, кто, будем так говорить, в чате. Во всяком случае, тьфу-тьфу-тьфу, все девочки, которые в чате, которые вот на эфиры приходят, все очень хорошие, все всегда на все вопросы отвечают. Даже вот если я на что-то не успела ответить, девочки уже быстренько ответили. Поэтому все у нас хорошие. Это большой плюс. Это большой плюс нам всем. Так. Да, Алла, согласна. У нас сегодня есть опоздуны. Ну ничего, Наталья. Главное, что не пропуск. НБ мы не ставим. Так, и что у нас тут заканчиваем, да? И это там. Так, завтра в 5 часов. Ох, я надеюсь. Может, давайте не завтра, а послезавтра, потому что завтра у меня закрутки целый божий день. Поэтому у меня завтра и огурцы, и помидоры. Все это я хочу закатать на зиму. Потому что если я завтра не закатаю, им будет конец. А
Сейчас посмотрим. Это что у нас? Десятого. Вторник, 10. Вот 10 мы встретимся послезавтра. И, и доделаем наш воздушный шарик. Потому что действительно завтра буду занята с этими закрутками. Так, в Инстаграме купила курсы, не дешевые, по плетению. Вот теперь сижу и задаю вопросы на эфирах. О боже, вот я не знаю, вот зачем покупать курс? Вот, ну не знаю, вот зачем. А у меня послезавтра внучки ко мне на дачу приезжают. Алла. Блин, а как же нам так... Как нам вообще подобрать так, чтобы... Потому что я тоже вот говорю на вторник, а сама думаю, успею ли я все сделать. О, вот и наши опоздуны потихоньку подходят. Сейчас посмотрим, что у нас. А вот это среда 11. Так. Ну, давайте тогда. Давайте так. Короче, делаем ни вашим, ни нашим. Делаем в среду 11. Я как раз еще завтра я сплету. Завтра у меня закрутка. Во вторник. Вторник это что у нас? Вторник это 10. Я плету еще один короб. До заказа мне остался. А в среду я вся ваша. Штрафную. Так, Настя предлагает тут штрафникам. А штрафникам вообще-то двойные надо наливать, а не просто. Так, всю информацию можно купить, можно сейчас бесплатно на Ютубе. Да, Алла, совершенно верно. Нет смысла покупать курсы, покупать станки и все. Есть интернет, есть YouTube и все. А еще, вот я же говорю, хорошо, вот когда вот есть действительно эфир, есть мастер, и он ответит на все вопросы. Ну, понятно, мастер адекватный. Вот. И вам ответят на все вопросы, потому что курсы, ну вот вы купили, вам объяснили, и все. И до свидания. Вот мне тоже, вот мне объяснили, допустим, что вот трубочки должны быть такие. Блин, черт ее знает, делаю, оно не получается. И что? И все, до свидания. Тебе курс продали, и иди теперь греби как хочешь. Тут так, началось в чате пьянство. Чувствую, будут танцы в клубе. Так. Поэтому, Оксана, не забивайте себе голову, будут вопросы, задавайте и не стесняйтесь, потому что все понимают, что новички и сложно, и вообще, я скажу так, не тяжело открыть рот и сказать, какой у меня был опыт или у другого мастера был опыт. Я же говорю, все адекватные, нормальные люди. Поэтому каждый сможет ответить, исходя из своего опыта. Не стесняйтесь. Это нормально. Вопросы – это хорошо. Значит, человек развивается, значит, человек что-то делает.
Тамада. Ой, девочки, слушайте, по-моему, мы не плетем. У нас скоро действительно тут уже что-то намечается серьезное. А мы же в бане вот это вот плетение, и айда, сейчас строим танцы. Где-то у меня были ножницы. Так, надо наращивать, потому что смотрю уже здесь. Вот нужно нарастить вот сюда. И мне, конечно, сейчас придется поиграться. Раз, два, три, четыре. Ну, а что делать? Я вот так сделала. Мне нужны только половинки. Так, и здесь мне нужно просто нарастить. Вот так. Так. Все. Здесь вроде мы сюда идем. Тут поворот. Теперь там. Боюсь, после штрафной шар перестанет быть. Главное, чтобы их не было визуально. Ой, блин. Ох, я бы, блин, с радостью сейчас. В Лазурном же, по-моему, там пляж, море, да, если не ошибаюсь, Лен? Или я ошибаюсь? Вроде да. Ну да, по-моему, да. Вот, я же говорю, что да. Так вы на курорте живете, белые люди. Так, ладно, здесь мы еще оставим. Здесь еще идет полоса. Так. Я пока только смотрю, слушаю, восхищаюсь вашим мастерством. Спасибо большое, Наталья. Спасибо большое всему. Вот каждое, вот все, что я умею, это просто опыт. В холодильнике буду держать трубочки. Или в пакете вот так, как есть они. Вот так вот. И покладу либо в морозилку, либо просто в холодильник под верхнюю камеру. И все. Ну, у меня такая еще савдеповский холодильник, еще старый тот. Если шар, с утра поправим. Нет, с утра, если поправлять искривленный шар, то мне кажется, действительно, потом будет не только один шар. Там их будет целая куча. У нас, я храню в холодильнике, почему? У нас сухая, жарко, душно, поэтому трубочки пересыхают очень быстро и очень сильно, поэтому хошь не хошь, а в любом случае придется класть в холодильник. Поэтому, ну никак, без холодильника. У меня муж говорит, походу у всех плетунов вместо мяса в морозилке, говорит, я говорю, ну, наверное. Это нормальных людей, говорит, там мясо. Я говорю, ты где видел нормального плетуна?
Поэтому и такое бывает. Открываешь холодильник, а тебе... Какая ссылка? Не знаю, у меня нет... Я... Ой, я с этим донаты, вот это вот, я вообще в них не разобралась, я их понятия не имею, как с ними работать и что они делают. Это... Я ж не компьютерщик, я в этой технике дубдеря. Я вон только с 3-го эфира поняла, как мне эфир вести. Ну, в смысле, как настраивать. Вот. Так, ну что? Что-то у нас да получается вроде, да? А ну-ка. Получается. Ох. И я не понимаю. Мне как-то объясняли, говорили, я ничего не поняла. Я так поняла, вот донат служит как, боже, как пожертвование или как. Я что-то я так и не поняла вообще, ничего не вникла. Вот для меня это вообще темный лес. Есть вообще в этом шпрехают нормально, а я дуб дерева. Я умею только плести. О чем вы говорите? Боже, какие спонсоры? Это, блин, ну не знаю. Нет, у меня какой-то донат есть. Но я не знаю, насколько он вообще рабочий. И рабочий ли он вообще. Ну, в общем, такое дело. Но так как у меня канал молодой, на нем еще нет вот всех... Так, что мне не нравится тут вообще? Это бред получается. На нем нет еще всех функций, которые бы я хотела. А по поводу... Вот так их. Пожертвований типа поддержки канала. Блин, вы знаете, я даже об этом как-то... Ну, короче, я в это не особо верю. Не знаю почему, может я... У меня есть как бы под моими видео эти реквизиты, под моими МК, а там, не знаю, я где-то на каком-то канале у кого-то видела тоже, кто-то там пожертвование сделал такое прям... Ну, тоже блогер каком-то там. Для меня это не это. Для меня это не главное. Все, что нужно, оно и само придет. Так, вроде все. Вроде нормально, вроде ровно. А то я тут сижу, кривлю. Так. Спонсор. А, кстати, по поводу, вот вы говорите, спонсорства. А у меня еще недоступна такая функция, как спонсорство. Это будет со временем. Может, Алла знает, я не знаю. А, Алло. Алла, вы на связи? У вас функция спонсорства включена или нет? У меня еще недоступна эта кнопочка. А по поводу реквизитов, откройте мастер-класс «Последние часы»
И там, по-моему, есть, если я не ошибаюсь. О, вот видите, есть функция, но человек не пользуется. Так, заканчиваем практически. Еще чуточку. Еще чуточку я вас помучаю плетением тут. И все. И закончим на сегодня. А на следующую, вернее, в эту среду мы закончим. Так будет лучше. Я и закрутки свои поделаю, и еще один как раз. Я потом буду вся ваша. Так, ну что, блин, и тут не хватает совсем чуть-чуть. Вот совсем чуть-чуть. Блин. Вот это вот такое я не люблю, когда у меня, ну вот чуть-чуть прям не хватает. Ну вот прям. И трубочку жалко, вот честно, вот жалко мне обрезать. А тут буквально надо. Как моя мама покойная говорила, кецик. Это кецик надо, говорить. Так. Да, к сожалению, мамы уже моей нет. Чё? Привет. Сколько вы сделаете портрет Рокфеллера? Иннокентий, вы извините, вы, может, не туда попали? Либо вас не туда направили? Девочки, я что-то не так прочитала или у меня что-то не это? За сколько вы сделаете? Что-то я не, как-то я не это. Что-то я не поняла совсем ничего. Вопросы такие глупые. Все, почти. Так. Так, есть у меня тут кусочек трубочки. Такой совсем никакой. Но мне от него нужен только хвостик. Так, вот так. По сути, он здесь спрячется. Там будет обмотка. Поэтому какой он здесь есть, роли не играет. Ну, хоть бери и стреляйся. Ну, нет у меня кусочка. Ну, черт с ним. Отрежу вот так. Мальчик заблудился? Ну? Нет, ну я сейчас не могу его заблокировать, если я потом все это дело сделаю. Просто, ну, смешно, ну, честно. Я прочитала, и я так, чё?
Может, просто не туда послали человека? Или человеку скучно? Так. Так, вот вроде бы что-то у нас уже красиво получается. Так. Настенька, а что это у вас с языком? Не все хорошо? Что это вы говорите? Это, от чего это вы там это? Может быть, не знаю. Я такими делами не занимаюсь. Я считаю, что это невыгодно. Ну, как невыгодно? Во-первых, слишком кропотливо, непрактично. Ну, как непрактично? Я люблю вещи, которые, допустим, практичны. Например, там ключница, ее можно часто использовать. Хлебница, ее можно использовать. Корзина для игрушек, ее можно использовать. Корзина для пикника. То есть вот в таких вот моментах я вот за практичность. То же самое, допустим, вот этот шар. Ключница, ключница. То есть можно использовать, да, не просто сделал и висит оно себе как здрасте. Поэтому... Так, главное, чтобы... Сейчас, минуточку. Все, вроде бы все, да? У меня показывает, что вроде бы Иннокентий нас покинул. В смысле, наш чат. Ура! Финишная прямая! Так. Вроде бы как... Пока у нас все тип-топ. Хорошо. Все. Теперь вот это вот все безобразие можно повынимать. Оно уж только мешает. Вот. И мы на финишной прямой. Та-та-та. Ай. Так. И все вроде, да? Тут уже мы будем сейчас поворачивать на ровно. В ровную сторону. Вот. Опа. Добрый вечер. Ну что, мы еще пока в эфире, но начало, конечно, да. Начало пропущено. Ну ничего. Это не смертельно, запись остается. Так, есть. Ура!
Согласна, согласна, Ален. Я тоже за практичность. Алла, по-моему, такая же, как и я, тоже за практичные вещи. За то, чтобы оно служило, а не просто поставил, и оно стоит. И ты на него смотришь потом, как делать потом. Так, вот. Почти, почти. Почти, почти. Так. Так, так, нет. Ох и Анастасия. Вам за словом в карман не лезть. Ну, я стараюсь быстрее, как могу. Плиту, 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 плиту. Так, я тут специально сейчас беленькое сделаю, чуть-чуть, вот, кончик, чтобы потом сделать обмотку сереньким. И как раз будет все хорошо. Так. Здесь уже, наконец-таки, мы это дело завершаем. Так. Вот еще чуть-чуть. И все. Так. Я, кстати, видела в интернете, ну, такие декоры. Вот не помню где. Но там, ну, снизу не было этой обмотки. Как-то вот они так делают, девочки. Просто. Раз обрезали и все. Мне хочется вот какую-то добавить узюминку. Все. Наконец-таки мы это дело сейчас... Все, можно здесь вынимать, потому что здесь сейчас эти все булавки будут мешать. Мы сейчас делаем обмотку и будем с вами прощаться до среды. В среду мешочки сделаем. Корзинку, наверное, сплетем. И все это дело соберем. Так, хвостик вот этот хвостик, можно его вот сюда завернуть. Вот так вот, вот сюда. Ну, как бы сделать завершенность. Мне что-то, мне это хочется его спрятать вот туда. Колола палец. И там вынуть. Так. Там потом спрячется. Так, теперь прячем вот этот. Сейчас чуть это подтяну вот сюда. Этот хвостик можно вот сюда вот спрятать. Моя отверточка. Вот сюда. Прям рядышком. Вот так. Сейчас мы это дело обрезаем под самый корешочек. Вот. Все. Надо все-таки еще здесь чуть подровнять. Вот. Все. А теперь это все дело нужно обмотать. Не, я сейчас перестараюсь, чувствую, с обрезаниями.
Все, а теперь я хочу сереньким вот тут вот снизу вот так пройтись и сделать красоту. Да, Настя, кстати, ваши почему-то комментарии, вот странно, я не знаю почему, но вот написали вы комментарий, я захожу его прочитать, ответить, а оно мне говорит, а нету его. Не знаю почему. Причина какая, понятия не имею. Так, я с обратной стороны вот так сюда вставлю трубочку. Не хочет. Заставим. И вот так ее подвину к краю. Вот. И мы сейчас обмотаем. Вот мне хочется... Вот, кстати, вот здесь я обмотку делаю между стоечками, пропускаю. И вот так вот. Сейчас мы это дело все красиво сделаем. Хвостик подтягиваем. Вот так. Вот так мы сейчас. Это какая гадость. Так, а у меня все комментарии пропускаются, все хорошо, а вот единственное только вот Настины комментарии, ну никак. Вот я не знаю почему. Я вроде бы исправила, что-то там я где-то там нажала, порыскала, вроде бы у меня все проходит теперь. Но надо это дело уточнить. Поэтому Анастасия, где-нибудь еще нужно, чтобы вы оставили комментарии. Мы это проверим. Потому что действительно бывает, что спрашивают, задают вопросы там по трубочкам или там еще по чем-то, ну, таком вот важном. А я не могу ответить, потому что нет комментариев, и человек может обидеться, либо подумать, что, знаете, как ну, не захотела ответить или как, ну. И это не потому, что я там не захотела, а потому что я просто, ну, не смогла прочесть его. Ну, на Ютубе, я так понимаю, там автомат стоит, робот, который все это дело проверяет, поэтому не всегда бывает пропускает, вот он как-то или не понимает, или... Так. Вроде пока у нас все удачно завершается. Где моя отвертка? Хоть без список дали, чего нельзя писать. Вот у них не поймешь. То можно, то нельзя. Так. Отрежу кусочек, трубочка замахрилась. Так. Ну, они считают, YouTube считает по-своему, что он хочет. И как хочет. Так он и думает, что ему удалить, а что не удалить. Некоторые обычные слова он воспринимает как там нецензура.
Для нас это нормально, а для него это не цензура. А когда мат-перемат, это нормально. Есть такие видео. Так. Между стоечками мы протолкнем. Эх, блин. Вот так. И вот так вот проталкиваем. Опа, все. Вот, почти, почти, почти. Тут уже быстрее пойдет. Здесь концовка. Я уже, наверное, надоела вам со своим шаром. Так. Заканчиваем. Заканчиваем, заканчиваем. Видите, у нас не получается там час. Полтора-два часа это стабильно. Почему-то у нас получается эфир. Вроде бы как бы и ничего такого, но... Так. Наташа, все, девочки, все. Так, до встречи, до встречи. Я напишу сегодня, чтобы у кого не было оповещения, пришло или как там. Напишу, сообщу, что в среду собираемся. Все, тут уже концовка. Уже почти концовка. Ой, блин, кстати, Настя, под часами какой-то комментарий был. Нет, не под часами, под записью вот этого, под записью, что сегодня эфир. Вот там комментарий был. Так, Екатерина. Привет, привет. Все, пока-пока, девочки. Кто там уже убегает. Мы тоже уже заканчиваем с этим делом разбираться. Тут, по сути, уже ничего такого, уже конец нашим мучениям с этим шаром. Оповещение, еще раз повторюсь, я напишу о том, что в среду эфир. Так что кто пропустил, либо забудет, то будет напоминалка. Все. Вроде бы концовка. Оп. Последние наши витки. Вот засада. Но вот это вот я так не люблю, когда я вижу, что мне не хватит. Ну и ладно. Да, всем, кто уже уходит, пока-пока, хорошего вечера, ночи и здоровья. Вот это, что я желаю всегда и так. Все, наконец-таки мы это дело добиваем. Опа. Ура! Последний наш виточек. И вот прям между стойками вот туда проталкиваем. Все. Наконец-то добили. Все. И этот хвостик можно вот сюда вот заправить под витки. Наверное, это большой. Еще большой. И вот так.
И вот туда я вот его спрячу. Все, наконец-таки добили мы. Все, вот что у нас получилось. Сейчас я уберу, может, так будет лучше видно. Вот. Вот такой вот шар у нас получается. Его на высыхание, как я говорила, поставьте что-то, ну, такое вот тяжелое, чтобы его не покосило, как у меня покосил тот первый, который вот я делаю. И вот такой вот у нас получился. Все, девочки, не буду всех задерживать. Кто там у нас остался, кто уже пошел и еще что-то. Все, встречаемся господи, завтра. В среду. И вам спасибо, Аллочке, и всем девочкам, и Алена, и Боже, всем спасибо, что были со мной. Встречаемся в среду. Время Украины 5 часов. Я думаю, все будет нормально. А так, все, спасибо, что были со мной, девочки. Всех обнимаю, всем большое привет. Кто был, кто не был, передавайте всем. Все, здоровья вам. Пока-пока.